Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна. В сегодняшнем процессе рисования я поделюсь с вами смешанной техникой с применением текстурных натуральных материалов. Итак, давайте начнем. Я решила поэкспериментировать с сизалевым волокном. Покупала его на Озоне. Отдельно хорошо прокрашиваю его в коричневый цвет акриловой краской и располагаю его на полотне. Этой же краской я как бы прижимаю его и смачиваю еще раз, чтобы зафиксировать на поверхности. Затем беру декоративную штукатурку и накладываю достаточно толстый слой, чтобы вмонтировать сизалевое волокно, закрепить его и из штукатурки сформировать фактурный рисунок. Чтобы сделать ее, я даю штукатурке немного подсохнуть. Как проверить, что можно формировать фактуру? Нужно снять шпателем немного штукатурки и вернуть ее на поверхность скользящим движением. И если она образовывает небольшие волны и мелкий песочек, то можно продолжать делать рельеф. Но если она растекается, нужно дать ей еще немного подсохнуть. Затем, держа шпатель плоско к поверхности, легким движением слегка приглаживаю штукатурку и оставляю как следует подсохнуть до следующего дня. Чтобы картина была приятна на ощупь и выглядела аккуратно, я обязательно прошкуриваю поверхность штукатурки. Делаю это без особого нажима, слегка счищая поверхность. После этого я закрепляю штукатурку лаком по дереву на водной основе, разведенной 1 к 3. Это позволяет штукатурке не впитывать последующие слои краски и сохраняет их равномерное нанесение. Беру яркий желтый цвет, добавляю немного лака, каким я покрывала всю поверхность. Можно вместо лака развести немного водой, но мне нравится такое сочетание. Затем прокрашиваю всю поверхность. Светлым молочным цветом можно взять белый. Я прохожу кистью где-то по верхушкам, где-то прокрашивая внутри. Светлый цвет оттенит последующие цвета, то есть создаст базу для них, для контраста. Далее темно-коричневым цветом и небольшой хлопковой тканью, предварительно смоченной в воде, я тонирую верхушку желтой стороны картины.
Красно-коричневый цвет придаст яркости и динамичности. Наношу краску кистью, затем растушевываю небольшой влажной тряпочкой, чтобы был плавный переход от цвета к цвету. Черный цвет добавляю для глубины и контраста. В некоторых местах кистью буквально втираю краску, а где-то добавляю нюансно, растушевываю. Для создания воды в картине я беру лак для дерева неразведенный и перламутровую голубую акриловую краску. Смешиваю их между собой и пипеткой наношу в углубление, где хочу создать воду. Слегка вбиваю кистью в поверхность, растушевываю, создавая островки. После высыхания я снова беру черную краску и прохожу, слегка касаясь, создавая тени на поверхности. Смешиваясь, цвета создают неповторимые сочетания. Для света я опять беру светлую краску и, растушевывая полусухой кистью, наношу зигзагообразными движениями, держа кисть плоско к поверхности.
Для целостности картины снова добавляю желтый. Также полусухой кистью слегка добавляю цвет. И в заключение цвет воды мне хочется сделать более интересным, переходящим от голубого к бирюзовому и синему. И я добавляю несколько штрихов. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться. Увидимся. Пока-пока.